Нищие студенты приехали, собирают себе уголь для шашлыка. Если мангалы будут не под камерами, то мы можем взять. Все ради влога? Ради себя можешь. Раз, два, три. Это вторая часть поездки в Никола Ленивец, и если в прошлом видео мы в основном как-то баловались дома и делали какие-то интересные активности там, то в этом видео мы в основном будем гулять по самому арт-парку Никола Ленивец, смотреть арт-объекты, ну и, конечно, не без баловства. Дом с окном светящимся. А это Тихон пытался напугать нас, что кинет в нас глыбу. Уже сильно вечерело, но мы разглядели очень красивые холмы, которые просто поразили нас. В этом месте мы почувствовали сразу и умиротворение, и какую-то детскую невинность. А теперь, чтобы вы не запутались, я покажу наш маршрут. Мы прошли большое расстояние от дома до реки и нашли арт-объект под названием Николино ухо, ну или слуховая площадка. Оказывается, его суть заключается в том, что из-за того, что оно повернуто в сторону реки, оно как бы изолирует шумы деревни и позволяет слушать тишину. Рядом мы нашли другой арт-объект — блиндаж. Это во влог пойдет. Да, но звука не будет. Хорошо. Но я могу этот кусок ставить со звуком. Вы как будто в поезде едете, вот если объяснить. По большей части в этот день мы бродили просто куда глаза глядят, несмотря на карту. Поэтому часто даже не понимали, где находимся. Ой, темно, ничего не видно. Правда? Мы зашли в комнату, где нас убьют. Выходим отсюда. Что это? Это О, олень! москиты. А олень вон стоит как будто. Да, олень. Жук этот носорог. Так мы набрели на какие-то загадочные фигурки насекомых из дерева, которые я даже не смогла найти в интернете. Потом случайно мы нашли красивую готическую церковь Живоначальной Троицы. Ой, здесь новогодняя елка и какая-то околоалтарная тема. Оказалось, эта церковь очень старая, построена еще в начале 19 века. Но самое удивительное, как по мне, это то, что эта церковь в 60-е годы использовалась как часть молочного завода. Сейчас, к сожалению, эта церковь является заброшенной. Мы нашли заброшенную церковь. Водятся ли здесь привидения? Красота. Что-то здесь мастерили люди. Но видно, что часть местного населения до сих пор посещает эту церковь. Здесь даже... Сейчас я испугалась тоже. Эта церковь была прям максимально атмосферной, и я считаю, это просто must-have к посещению. А пока вернемся к нашей карте. Мы все же решили исследовать чуть более структурно и поставили себе цель — вселенский разум. Так что в кромешной темноте мы по лесам и дебрям пошли изучать, где этот вселенский разум находится. Так много ходить по глубокому снегу было трудно, поэтому часто мы мучились отдышкой. Мы на самой высоте мира, девочки. Вообще ничего не видно. Спустя долгие блуждания по темному лесу мы наконец нашли наш вселенский разум. Да, из последних сил, но с задором забрались. О, посмотри, тут смотри, извилины видно. Вот сейчас тяжело, конечно, поймать. Да. Посмотри в свет. Тут у тебя хорошо видно извилины. Просто здесь тяжело найти кадр, где бы было понятно, что мы в жопе какой-то. Значит, ребята, как бы я на вершине, понимаете? Все, это все, что я хотел сказать. Понимаете? Вот А оно тут сижу. если я выживу, то я выживу. Блин, крутой. Ау. Нищие студенты приехали, собирают себе уголь для шашлыка. Небольшая предыстория. Мы очень хотели сделать костер, так как это был наш последний вечер в этом месте. Но аренда мангала и единственный магазин в этом месте были закрыты. И от отчаяния мы просто ходили по домам, просили куски каких-то углей, и вот нам дали полазить по кострищу. Так, ну что, все, правильно? Все обобрали. Сигареты, да. Все, разбой. А я думал, может, вообще билет не надо было покупать. Когда мы вернулись домой с нашим уловом, мы слушали интригующие истории ребят о том, как они добывали мангал. И начали его караулить возле душевой. Он вышел с душевой минут через 10. Мы ему говорим, типа, можно мангал
Он говорит, нет, типа, мы уже Ну все все закрыты. закрыто, уже 8 Мы, часов не работает. мы начали с ним дальше разговаривать, он такой, блин, ну если даже и давать, то типа надо залог. Короче, и мы понимаем, что у нас ключей нет, и мы не сможем пойти за паспортом. Вот, а еще денег нет, соответственно. Я говорю, типа, ну блин, мы так хотели. Пойдем, если, мол, мангалы будут не под камерами, то мы можем взять. И мы пришли, и он нам отдал без залога и без денег, прикиньте. Мы посмеялись с нашей удачи, переоделись, помылись, немного отдохнули и начали готовить шашлык. Что это? У нас мусульманская семья, и мне запрещают есть... Нет, мне просто, как сказать, у меня психологический барьер. Итак, все наши попытки были не зря, так что мы разложили мясо на решетку и, наконец, начали разводить костер. И хотя оказалось, что наш мангал был сломан, атмосфера была просто очаровывающей. Приятно. Уютно сразу. Здесь костер, а там уют. Perfect don't mean that it's working, so what can I do when you're outside in my mind? 'Cause sometimes Хватит вот этого всего. Вот, не знаю. Еды в итоге всем хватило. Мы даже объелись, потому что я делала картошку фри, а мальчики сделали очень много шашлыка, так что пришлось это растанцовывать. Вот. После ужина ребята очень долго сидели, но меня клонило в сон, так что я легла спать. Логично, что утром я встала раньше всех и решила пойти гулять одна. Это был наш последний день в Никола Ленивце. Я решила, что обойду все, на что хватит сил. Сейчас у нас третий день уже, как мы прибываем в Никола Ленивце. Я решила, как и вчера, пойти погулять немного одна. В этот раз просто чуть-чуть подольше, на более далекие расстояния. К сожалению, сегодня солнце не такое яркое вообще нет. Ну, тут только просвет небольшой. Но на самом деле так классно идти просто наедине с собой и полем. Оно просто огромное, пустое. И вообще почти никогда я не встречаю ни одной живой души по дороге. Это такой странный опыт, когда ты живешь в Москве. Единственное, что здесь замечаю, это редкие проезжающие машины. И то это прям 2 раза, наверное, за полчаса ходьбы я увидела. Это очень классно. Так, незаметно я и добралась до своей первой цели – арт-объект «Красный лес». Смотря на карту, я думала, что это немного более большая массивная конструкция, тем не менее пройтись по нему в такую снежную пору было очень красиво. Совсем на то не рассчитывая, случайно я заметила, что рядом со мной стоял еще один арт-объект, который мы уже посещали с друзьями в очень темное время суток прошлый день. Вчера мы здесь были, когда было очень темно, и мы стояли здесь и просто слушали тишину. А сейчас я пришла сюда одна, и я, наверное, повторю это дело, потому что здесь как будто бы все к этому располагает, и когда ты один, мне как раз хотелось попробовать, каково это, и будет ли это сильно отличаться. Здесь столько лестничных проемов, что пока идешь, кажется, что ты просто бесконечно поднимаешься вверх среди вот таких вот однообразных, но при этом асимметричных элементов. И это очень интересно, когда ты идешь один, ты замечаешь это еще сильнее. К тому же мы были в темное время суток, а сейчас я одна, и я все это так вижу, это очень красиво. Мне так понравилось гулять здесь одной, что я решила просто сесть и насладиться тишиной. Я просидела так минут 20, а потом решила, что мне хочется пойти к вселенскому разуму снова. Сегодня я не планировала там ползать, но мне было интересно посмотреть на все это окружение при свете дня. По-моему, впечатляюще. Честно, до того, как я прочитала, что значит вселенский разум, я воспринимала это как какой-то центр мира в Никола Ленивце.
Но, как оказалось, это было ироничной отсылкой на андронный коллайдер, который был не очень по душе Николаю Парийскому, основателю всего этого арт-парка. Вчера мы ползали по этому мозгу, это называется вселенский разум, и здесь очень опасные есть такие вот штыри, они просто тут везде натыканы, но за них удобно цепляться. Тем не менее, мы смогли залезть практически на вершину, один из нас вообще смог залезть на самый-самый верх, и это прикольно, потому что это какое-то навевает детское, беззаботное и немного опасное, но при этом недостаточно страшное, чтобы это не реализовать. Так что это было очень смешно. А прямо возле этого арт-объекта стоит очень странная палатка. Но мы вернемся к карте. Как я уже сказала, я планирую сегодня пройти большие расстояния, посетить как можно больше арт-объектов. Так что выдвигаюсь к Белым воротам, которые являются отсылкой на Триумфальную арку. Вообще, сейчас, когда я иду одна очень долгое время, просто наедине с собой, когда вокруг все время практически полная тишина, в какой-то момент мой мозг настолько устает от нее, я думаю, из-за непривычки, потому что в Москве очень много мелких даже шумов каких-то, когда проезжает какой-то автобус, у тебя даже с закрытыми окнами все равно звуки техники, звуки соседей, все проникает, а сейчас абсолютно ничего нет. И в этом есть особая прелесть, но все же, когда ты идешь один долгое время, то достаточно сложно все время быть в тишине. Нет, не то что шума, здесь нет вообще даже потрескивания деревьев очень часто. Здесь нет какого-то гула, и даже ветер как будто он бесшумный. Это какой-то почти вакуум, и из-за этого это сложно. Но когда это делать ограниченное количество времени, особенно с друзьями, это очень интересный опыт, и что-то, чего, наверное, не хватало всем нам. Тем не менее, всегда жить в полной тишине и быть наедине с собой, наверное, мне бы не хотелось. Ты, конечно, уходишь в свои мысли и расслабляешься, но из-за этой непривычки кажется, что какой-то кусок меня стерли, и мир какой-то немного искусственный. Ты вроде сближаешься с природой, а с другой стороны не веришь этому миру. Это странно, но мне кажется, что с такими проблемами могут сталкиваться очень многие люди, которые живут в больших городах и которые забыли, что изначально вообще-то в мире достаточно тихо и спокойно. Но у того, что здесь сейчас было очень мало людей, есть огромный плюс. Ты мог смотреть на любой арт-объект, сколько ты пожелаешь, изучать любую деталь, снимать, и никто тебя не беспокоит. Так что я со спокойной душой открыла карту и решила, что пойду к одной из самых известных достопримечательностей этого места — Бабуру. Это вот такая штучка. Вообще, Бабур — это отсылка на парижский центр и музей Помпиду, в котором я, кстати, была. Это как бы смотровая площадка, только в отличие от Помпиду, здесь видно не Париж, а весь Никола Ленивец. Очень круто, что практически все элементы, которые используются при построении арт-объектов в Никола Ленивце, это буквально все, что растет вокруг, то есть всякие деревья, солома, ветки и березовая лоза. Если я правильно помню, это была намеренная идея, чтобы у туристов ломался мозг. Мол, ты бродишь по природе и вдруг видишь из таких же материалов что-то сильно выбивающееся. И это удивляет. Но откроем карту. Как по мне, что действительно удивляет, так это какая-то конструкция, которая похожа на резиночки из детства, но также сделанная из природных материалов. Этот арт-объект под названием Угруан, знали бы вы, сколько раз я пыталась произнести это предложение, является одним из самых молодых построек и точно первым красочным. При его постройке каждую веточку лозы красили вручную. Налюбовавшись, я решила пойти в сторону дома. Спасибо этому дому, и идем к другому. Очередь уже стоит на этот дом. Не-не, я не буду кататься. Достаточно высокий. Сейчас я смотрю, и меня удивляет, почему я сразу не поняла, что эту балку просто нужно было вынуть. Я думала, так рядненько сядем. Ты меня увидишь, если посмотришь? Ты не видела? Сверху там.
Да, у них более А теперь немного расскажу подробнее о наших планах. Мы оставили все наши вещи и решили просто бродить, куда глаза глядят, но потом нам нужно вернуться в эту точку к конкретному времени, где нас встретит такси. И начали мы нашу прогулку с, наверное, самой необычной инсталляции «Штурм неба». Запечатлеваем. И вновь мы с вами покорили Ты как реально, я выживальщик. Небольшой офф-топ. На протяжении всей поездки Тихон вел себя как ведущий, и у меня даже создалось ощущение, что у него, правда, есть своя программа по выживанию. Держишь? Отпускаю. Это будет в влоге. Да, это будет в влоге. Я отмечу тут, кто виноват был. Сейчас вы запечатлеваете смерть. Но с другой стороны, когда я в детстве лазила на елки, они были еще менее продуманные, наверное. Ты наверх? Ну, насколько возможно. Вы чувствуете, как она считается, когда лезу? Да. О, может, не стоит вдвоем одновременно на вершине быть? А вы хотите прям наверх полезть? Она прям тут расклеивается. Ты видел? Тут стык, он прям отсоединяется. Все ради влога? Ради себя, эмоций. Давай лучше в Панда Парк сходим. А ведь я пойду. Так, теперь стойте тут. Чик-чик. Дальше мы пошли к арт-объекту «Аквариум», где Тихон и Артем пытались залезть на крышу кто быстрее. Я ставлю на темный. Слишком холодно стало? Меняю ставку на тихо. Что выиграет, разум или жажда адреналина? Сейчас мы узнаем в нашей программе про животных. Ведущий стал самым животным. Такой финал у нас во влоге. Реально. Слава богу. Потом мы наткнулись на какой-то лабиринт из деревьев, где поиграли в игры с палкой, а потом ребята решили помедитировать. Но как только я подошла... Начну, что в Николай Ленивце почти нет людей, поэтому услышать шорох зверя с перевернутой головой было действительно страшно. Испугался, так смешно сняла. Медитация нарушена. Но вскоре мы подружились с собачкой. Здравствуйте. Миленький, миленький. Привет. Ты нашел здесь любовь. Мы скоро в Москву поедем, можешь с нами. Потом мы набрели на какую-то барную стойку в небесах. По крайней мере, мы так это восприняли. Наверное, в летнее время, когда здесь проходят фестивали, это очень удобный вариант для просмотра всех событий. Ну, по сути, это безопасно с двух сторон, как будто держишь. Я думал, просто на туда полезем. Сидите прям в баре, реально. И мое самое яркое воспоминание — это прыжок с трибуны. Со стороны это кажется не особо опасным, но это было реально высоко. Это я говорю про других ребят, которые ждали нас уже в такси, в которое мы как раз направлялись. Так, промокшие, голодные, усталые, но правда счастливые, мы сели в такси, которое везло нас к вокзалу, откуда мы должны были доехать до Москвы. Но что-то пошло не так, и наша электричка задержалась на очень долгое время. Немножко нервничаю сейчас. Ну, чисто логически поезд. Мы переживали, что пропустили нашу электричку, ведь следующая была только в 00:11. Как же мы были рады, что опоздали не мы, а расписание. Боже мой, невероятно. Давай тихо. А то он заканчивает. Отвечая на вопрос, зачем мы открыли на телефоне свечку, во время поездки у нас появилась приятная традиция рассказывать о впечатлениях дня со свечкой в руках, передавая друг другу. В поезде нельзя было зажигать свечки, так что... Понятно было хотя бы, что происходит, а что он свечку достал, держит просто. Всю дорогу мы душевно болтали и играли, но поездка закончилась, и всем пора по домам. А я хочу сказать, что для меня эта поездка была, наверное, одной из самых лучших за последнее время. Несмотря на то, что я не знала этих людей, я не люблю зиму, но сама компания и локации были просто чудесные. Теперь мы дружим, и это видео, оно, наверное, для меня воспринимается как какой-то архив теплых воспоминаний. Надеюсь, вам было также приятно смотреть все происходящее, и подписывайтесь. До новых встреч!